Всем здравствуйте! Добро пожаловать на наш канал Zibi Market. Сегодня будем говорить про чудесное, красивое и милое растение церапегию. Церапегия – это тропическое многолетнее растение. За характерный внешний вид я ее называю String of Hearts или ниточки с сердечками. Церапегия имеет декоративный внешний вид благодаря стелющимся стеблям и треугольным листьям с мраморным рисунком. Это церапегия Вуда или Вуди. Церапегия Вуда имеет небольшие мясистые листья треугольной формы и напоминают сердечки. Лицевая поверхность листовой пластины темно-зеленая со светлым мраморным узором. Изнаночная сторона фиолетового или зеленоватого цвета. Это зависит от яркости освещения, которое получает растение. Церапегию выращивают в подвесных корзинах, как здесь, или формируют на каркасе какую-то фигуру. Сейчас я намотаю на каркас стебли, и они будут расти дальше. Мы будем доматывать, чтобы каркас стал пушистый. У данного вида церапегии клубневидное серое корневище, как вы здесь видите. В листовых пазухах образуются мелкие цветки с венчиком розоватого цвета. При должном уходе церапегия Вуда цветет почти круглый год, но его цветки не обладают выдающейся красотой и декоративностью. Церапегия Вуда – тропическое растение, которое нуждается в большом количестве яркого света. В летнее время ее все же нужно притенять от прямых солнечных лучей. При низком освещении церапегия перестает активно расти, листья становятся более зеленого цвета с не очень выраженным рисунком на поверхности листовой пластины. Если вы хотите, чтобы она росла круглый год, используйте досвечивание. Например, лампу 40 Вт на расстоянии 50-30 см, как я показываю сейчас вот здесь. Время досвечивания примерно 16 часов в сутки, будет идеально. Температурный режим, оптимальная температура в весенне-летний период 20-25 градусов. С наступлением осени и снижением освещенности температуры следует понижать. Церапегия Вуда размножается черенкованием, делением корневища, семенами, воздушными клубеньками и отводками. Сейчас я покажу вам самый простой способ размножения. Это будет черенкование с укоренением в воде. Выбираем стебель для черенкования. В воде должно оказаться междоузле. Это то место, откуда растут листья. 1 или 2 пары листьев должны остаться снаружи. Теперь высаживание в грунт. Сначала мы приготовим этот грунт. Нам понадобится торф. У него должно быть pH нейтральное или слабокислое. Перлит для разрыхления и удержания влаги. Перед использованием перлита его нужно намочить, чтобы при его пересыпании не было пыли. Гумус или компост для питания нам понадобится. Мы берем гумус и керамзит. Если у вас горшок с одним маленьким отверстием или кашпо без него, керамзит нужен. Мы берем горшочек с большими отверстиями и многоуровневым дном. С таким горшком керамзит не нужен. Палочка для создания отверстия в грунте, ножницы, лопатка, все понадобится. Смешиваем все компоненты. Главное, чтобы при создании грунта он получился рыхлый и питательный. Разминаем хорошо, размешиваем грунт и набираем в горшочек. Грунт слегка утрамбовываем, нам нужно, чтобы удержался черенок. Теперь черенкуем. Для получения правильного черенка
нужно на черенке оставить 2-3 междоузлия. Одно междоузлие в грунт, одно снаружи. Можно одно междоузлие поместить глубоко в грунт, а второе оставить на поверхности на границе между грунтом и воздухом. И третье междоузлие оставить на поверхности для фотосинтеза. Сейчас я так и сделаю. Отрезаем листья. Делаем отверстие в грунте, примеряем черенок. Сейчас я укорочу черенок, немножечко он длинноват. Теперь идеально. Листья не выбрасываем, укладываем их на поверхность черешками вниз. Вот посмотрите, как выросли корни на листьях, которые были ранее уложены на поверхность грунта. Чтобы отросток с черенком хорошо лежал, мы его можем закрепить скрепкой или проволокой. Если вы хотите получить пышное растение, черенков надо высаживать много, учитывая то, что приживутся не все. Если у вас растение уже взрослое, вы хотите его пересадить, пересадку проводим методом перевалки. При этом корневая система остается вся целая, мы ее не разбираем, грунт не убираем. Только стряхиваем грунт, если он сам легко отделяется, и пересаживаем его в горшочек шире на 1-2 см. У нас сейчас нету такого растения, поэтому пересаживать мы не будем. Взрослые церапегии пересаживают по мере необходимости один раз в несколько лет. Сейчас я вам покажу, как сделать такое растение более пушистым. Вот здесь вот нету совсем ростков. Выбираем один длинный стебель. Укладываем стебель на грунт так, чтобы междоузлие было прижато к грунту, а листья наружу. Листья как бы складываем на поверхность грунта. Берем скрепку или проволоку и прижимаем этот стебель к грунту. Из междоузлия в результате вырастут корни. Стебель укладываем или полностью, или хвостик оставляем, и каждое междоузлие прижимаем к грунту. Вот сейчас я прижала скрепкой. Вот в результате что у нас получилось? Выросли новые отростки из тех мест, которые были прижаты скрепочкой. Также более пушистое растение можно сделать не методом отводки, а высаживанием новых черенков в пустые места или где не прижились старые стебли. Церапегию поливают регулярно и умеренно по мере высыхания верхнего слоя почвы. Мы можем поливать опрыскиванием и из лейки. Церапегия хорошо переносит редкий полив, поэтому не старайтесь ее заливать. Подождите, когда горшок немного подсохнет. При размножении черенками, а также маленькими листиками, идеально поливать из опрыскивателя. Также вы можете использовать удобрения. Мастер и Плантафол. Это сбалансированные удобрения, которые используются методом распыления и методом полива. Спасибо за просмотр.
Пожалуйста, отпишитесь в комментариях, полезно ли было мое видео. Если у вас какие-то вопросы по церапегии или другим растениям, задавайте их в комментарии. Если еще кто-то не подписался, подписывайтесь. До встречи в следующих видео.